Так, ребят, всем привет. Видео хочу записать больше для Телеграма. В Телеграме есть канал "Литровые капусты". Как раз ссылочку где-нибудь вот здесь оставлю. У кого литровые капусты, заходите туда, там много чего интересного. Как раз это реклама для этой группы. Присоединяйтесь. Короче, там много хорошей информации. Короче, это видео для того, чтобы обсудить, что же нужно покупать для замены ремня ГРМ. Сумма там довольно большая, выскакивает, но я решил для себя заказать то, что я хочу заказывать, а не то, что надо. И в Телеграме, в этой группе много говорили о том, что надо все болты, которые здесь есть, идут под замену, типа алюминиевые. Пока все разобрано, все болты я посмотрел, все металлические, все магнитятся. И говорят, что типа резьба тянется и уже не будет такого усилия. Ну вот смотрите, даже вот самые маленькие болтики, которые зажимаются 11 ньютонометров, то есть 1 килограмм, они и 2 килограмма выдержат, даже если резьба будет подтянута. Ну, короче, для себя я решил, что болты не надо мне покупать. Также я решил и пробег 108 тысяч, помпа вращается хорошо, не заедает, при том, что даже если что-то с ней случится, ее можно, не снимая крышки, снять и поменять. Сальник то же самое, что мягенький, хороший, менять я его не буду. То же самое, как и здесь. Что я купил для, ну да, само собой, болт коленвала, это 100% надо менять. Также надо менять, если вы будете снимать голову, болты ГБЦ. При том, что их легко проверить. Вот сверху новый болт, внизу старый. Ложим по резьбе. Сейчас вам покажу. И шаг резьбы должен совпадать. В моем варианте в начале с левой стороны совпадает, а потом уже пошла разбежка. 100% надо менять. Так, а что я купил? Купил я там, конечно, список дам. Вот. Натяжной ролик с ремнем. Ремешок на масляный насос. Фильтр салонный и воздушный. Герметик, который посоветовал мне с YouTube, там реально моторист. Вот, помогают мне в ремонте. Ребята вообще молодцы. Я спрашиваю, они мне отвечают. Вот советуют. Так, тоже там ссылочку дам. Вот болты. Болты ГБЦ и прокладка не нужна для замены ГРМ. Вот этот болт коленвала, который надо по-любому покупать. Вот номер его. Прокладочка под клапанную крышку. Заодно еще масло купил. Так, многие спросят, почему я шайбу не купил под болт коленвала с алмазным напылением. Я ее купил, но скорее всего отдам, потому что тоже в Минске товарищ делает тоже такие моторы. И тот, который реально моторист, тоже посоветовал, сказал, что не стоит эту шайбу ставить. Главное обезжирить поверхность и зажать с определенным усилием. Так, вот такие дела. Так что список я дам. И сумму, потраченную на замену ремня ГРМ, я тоже дам в описании. Все, пока.